Так, ребята, хорошая новость. Выставку отмонтировал, все сам повесил. Весь первый этаж особняка под мои картины занят. Буду показывать не только масляные работы, много новых, в том числе и акварельные, и темперные, гуашевые наброски, небольшие этюды, но в основном картины среднего размера и побольше. Специально вам сейчас ничего не показываю. Потому что работы нужно смотреть живьем. Завтра, в субботу, в 18 часов открываемся. Приходите в гости, приводите друзей. Я приготовил для вас сюрприз. На выставке будут разыгрываться 2 небольших этюда моей работы. По возможности захватите на открытие бумажку в 500 рублей. Она пригодится для розыгрыша. Особняк находится в переулочке позади Елоховского собора. Елоховский проезд, дом 3, строение 1. Если не сможете приехать на открытие, приезжайте в любой день, кроме понедельника, с 12 до 19 часов в течение месяца. До 17 марта выставка будет работать. Йоки. На каких сайтах в интернете вы продаете свои картины? Иногда обмалвливаетесь, а вроде бы подробно не рассказывали. Может быть, будут какие-нибудь мастер-классы по продаже картиночек в интернетике. Сейчас такое время, в интернетике хорошо продается работа у моих друзей, да и у меня, в Инстаграм в основном. Там, где любые площадки, где вы можете показать, и где вы набираете народ, с ними можно делиться, и они видят это. И ArtNow, например. Там какие-то работы тоже есть, но я не очень такой заядлый пользователь интернет-продаж. Есть Etsy, есть Artfinder, есть Saatchi, но мне не хватает времени, чтобы развернуть кампанию по продаже. Она требует ежедневного участия моего, а мне как-то лениво тратить свое время на загрузки, бесконечное обновление картин, а это нужно обязательно делать. Мне хватает выставок, мне хватает общение здесь. Есть мой сайт, где картины размещены. Недоразмещены, но я это делаю. И он сейчас будет по-новому выглядеть на новой платформе. Я надеюсь, что все будет еще удобнее. И потом есть YouTube. Йоки. Наберите продажи на Artfinder и продажи на Saatchi. Вам все расскажут, как это все делать. И мои друзья продают и очень успешно. Ольгея. У меня почти одни цветы. Хочу пробовать пейзажи. Какой-то страх, не страх, сомнение, получится ли. Хотя 3-4 картины есть. Начало положено. Это сложнее, чем этюды с цветами, на мой взгляд. Сомнение – это некий двигатель. Он заставляет тебя мучиться, ходить из угла в угол и думать, написать пейзаж или написать опять цветы. А в окно как красиво. Да нет, вот здесь тепло. Нет, сегодня все-таки пойду на улицу. Меня звали друзья. Да нет, не пойду. Там уже ботинки мокрые, а других нет. Лучше дома. И вот эти сомнения заставляют двигаться по комнате, ходить, размышлять. Это уже какой-то двигатель, как Райкин говорил, подключить динамо-машину к балерине. Она же может ток давать, когда делает вертушки все эти двухэтажные. Чего она просто так-то крутится? Да нет никакой разницы, что писать, Ольгея. Мы же все равно сравниваем. Мы пишем композицию, а это сравнение пятен, которые мы видим, их объединение. Нужно найти какой-то ход творческий. Вот это завораживает, когда ты работаешь. И без разницы, что это природа или кусок, яблока, например, с тыквой и с утюгом. Надо, кстати, совмещать предметы в натюрморте, чтобы они были, по смыслу подходили. Нельзя же поставить ботинки, например, драные вместе, с куском колбасы. Или с цветами. Кстати, может быть идея. Драные ботинки и букет цветов. Это уже смысл. Вообще кадр, любой кадр. Просто лежат цветы на дороге. Кто-то бросил. Как только ты скадрировал, это уже смысл. Цветы, брошенные на дороге. И поскольку художник создает новую реальность, это натуральная магия, а художник – маг, волшебник.
Он, кадрируя, показывает что-то важное, что его трогает душу. И демонстрируя это для других на выставке или в интернете, он раскрывает свое сердце, и другим становится теплее. Мы можем что-то сделать в этом мире, но при условии, что для нас он магический, а не просто политические события, ужасы, соседские сплетни и прочее. Мне понравилось, как Гребенщиков сказал: иду, говорит, по Лондону, ну или по Петербургу, красиво кругом, люди, красивая архитектура, но как только я поднимаю голову вверх, я оказываюсь в магическом мире. Альгей, я считаю, что обязательно получится, что бы вы ни писали. Почему? Потому что не бывает плохих этюдов. Мы ведь пишем свое ощущение, отношение к тому, что мы, предметный мир мы видим, и это может быть пейзаж, что угодно. Но мы пишем свою вариацию. Смотрите, что сказал Левитан. Картина — это что такое? Это кусок природы, профильтрованный через темперамент художника. Если его нет, то это пустое место. Смотрите, как интересно. Есть же художники, которые мазюкают, тюкают, аккуратненько все делают. То есть темперамент такой вяло текущий, ручеек такой, слабо течет. Но он и завянет быстро очень где-то. Его там травы поглотят. Пока течет медленно, высохнет, все уйдет в землю. А если бурный поток, темпераментный, то камни снесет. Все на своем пути может снести. Не только камни, но и автомобили. А мне нравится еще фраза Малевича. Мне недавно прислали. Всегда требуют, чтобы искусство было понято, но никогда не требуют от себя приспособить свою голову к пониманию. Абсолютно с ним согласен, поскольку мир художника и мир зрителя — это разные, безусловно, вселенные, но можно вибрировать на той же частоте какое-то хотя бы время, что и художник. Но это требует усилия от зрителя. Нужно многое смотреть, чувствовать больше, чем прежде, каждый день причем. И чтобы понять художника, почувствовать его живопись, открыть для себя это новое, нужно, по крайней мере, подойти к этой двери, чтобы ее открыть, отворить. Каждый художник — это ведь тайна. И разглядывая картины тех, кто нам дорог, мы прикасаемся к этой тайне и сами становимся тайной в какой-то момент. Мы можем почувствовать что-то очень важное, и каждый почувствует из нас свое. Как это интересно. Друзья, напомню, сейчас же мы живем в эпоху, в неделю дней абсолютно влюбленных в жизнь, в живопись. Поэтому давайте влюбляться со скидкой в 20% на все уроки. Да. Посмотрите анонсик для примера из онлайн-школы и заходите, может, что-то еще выберите, потыкайте. Там анонс на все уроки есть. Я записал видеоурок вот с этим мотивом. Обратите на него внимание. Вот с нуля, с чистого холста до конца вы будете видеть, как происходят замесы краски, как строится композиция, как движется работа, как мыслить пятнами, как что-то исключить, что-то добавить, как увидеть красоту теплохолодности. Здесь она очень ярко видна. Ну вот видите плотность, например, вот этого куска к этому. Сравниваем. Дальше зелень. Смотрим. Зелень к скале. Еще плотнее. Все очень хорошо видно. И каждый замес краски, и его, как он кладется в холст, виден сюжет, мотив. Вы присутствуете вот в этом моменте, когда я пишу вот этот мотив. Как он рождается. Мне представляется, что это очень может быть полезным. Этот урок под номером 19. Заходите, пожалуйста, в онлайн-школу.
www.online.korolenkov.art. Ссылка будет внизу в описании. Пишите нечто подобное и присылайте мне на консультацию.